я постоянно жалуюсь, что у меня огромные стрелки, я хотела бы их удалить. Это практически невозможно, я даже не буду пытаться, но я вам сейчас расскажу, как к этому я пришла. Когда я училась в колледже на первом-втором курсе, я не знаю почему, но я не могла даже мусор вынести не накрашенный. И для того, чтобы пойти в колледж, с утра я вставала за 2 часа, и я начинала рисовать стрелки. Брови у меня получались почему-то легко, но стрелки меня сводили с ума. Я тогда не знала еще, что наши лица не симметричные. Там вот эти складочки, они у всех по-разному немножко сложены. И на одном глазу получалось идеально, а на втором глазу вообще не получалось. И я знаю, до сих пор много людей красит довольно большие стрелки и тратит на это много времени. Я рекомендую таким клиентам сделать базу. Во-первых, прокрасить межресничку. Это вообще никому и никогда не повредит. Это просто такой эффект более густых ресниц. А во-вторых, сделать такой небольшой, очень маленький кончик вывести. И он будет у вас как направление для того, чтобы вот так просто продлить. И все. Потому что направление уже в общем и целом задано. И оно сделано красиво, и оно сделано симметрично, ну и как бы долговечно. Больших стрелок я не рекомендую делать. В моем случае они получились такими большими, потому что года 3 назад я сделала пластическую операцию, и у меня было нависшее веко. Оно прям лежало, и вот эту вот складочку, она закрывалась, вообще там не было видно кончика. Когда ты делаешь процедуру, все растягиваешь, он достаточно длинный, а потом, когда отпускаешь, так веко как-то все накладывается, и все скрывается. Этого не видно совсем. И мне было все как бы недостаточно ярко. И когда я сделала операцию, мне натянули вот эту кожу, и я увидела свои стрелки, я охренела, какие они огромные, потому что потом все как бы присело, и у меня есть об этом большое видео, если хотите, посмотрите. Если все отмотать назад, я бы сделала все то же самое, только меньшего размера, потому что декоративности опять для вечера я могу придать одним движением руки, а мучиться и искать вот это направление правильное мне уже будет не нужно. И сегодня я вам расскажу, как можно построить легко вот этот маленький кончик, который будет достаточен для того, чтобы человеку комфортно существовать и, если что, стать в какой-то момент, чуть-чуть продлил и стал более ярко накрашенным. Итак, как вам можно отрисовать эскиз и как не испортить глаза вашему клиенту? Вот смотрите, очень красивая девочка, да? У нее все достаточно симметричное. Каждому лицу нужен свой индивидуальный подход, но везде мы с вами хотим уголки глаз немножко приподнять, а немножко, возможно, вытянуть. И есть разница большая. Есть глаза большие, распахнутые, круглые, их хочется вытянуть, да, придать им миндалевидности. А есть глаза, наоборот, узкие и длинные, и им вообще не нужно им вытягивать вот эту вот часть. То есть куча нюансов есть. У меня есть вебинары на эту тему, я рассказывала об этом много, и они есть в инкубаторе у нас. Вы можете по ссылке в описании к этому видео пройти и подключиться к этому клубу, и там изучить глубоко вопрос. Но я сейчас говорю о такой самой простой классической вещи, которую вы можете вашему клиенту предложить. Во-первых, мы всегда с вами проверяем, насколько наши глаза по линии горизонта равны. Первое, что мы делаем, это выравниваем лицо, потому что все клиенты сидят вот немножечко криво. И это немножечко криво может, я видела много раз, что мастера подходят и начинают рисовать прям так, как сидит клиент. Он не понимает, что он сидит немножечко криво. Соответственно, стрелки эти будут неровными, когда голову выровняешь. Поэтому первое движение всегда руками выровнять голову, учитывая то, что наши уголки глаз – это линия горизонта, воображаемая. Если у вас открытая складка, как вот здесь, у вас есть большой вариант, как бы сказать, видов стрелки. Но самый простой – это просто продлить нижнюю межресничку прямой линией, вот таким образом. И получается, что нижняя линия вами как бы уже прорисована. Она вот здесь, где ресницы изгибается. Не нужно доводить прям до самого угла, потому что вот отсюда вот такая стрелка у вас получится. Она глаз утяжеляет, и она легкости не добавляет. И поэтому вот этот вот, например, уголочек вот здесь вот никогда не прокрашивайте жестко, черно. Здесь уже у вас вы должны идти на утоньшение. То есть вот если у нас вот так прокрашена межресничка примерно, вот я сейчас покажу белым цветом, где я бы закрасила. То есть это не толстая межресничка здесь на этом глазу. Она бывает однорядная, двухрядная, бывает вообще пятирядная, когда вот такие бесконечные пушистые ресницы. Здесь она достаточно тоненькая. И получается, смотрите, вот эта линия должна быть продолжена до вот этой прямой линии, которую я отрисовала. Вы ее можете тоже прорисовать, просто приложив что-то ровное и вот так вот проведя, или ниткой даже это можно сделать, кому как удобно. Вы должны вот в этом месте плавно повторить направление роста ресниц вашего клиента. Вот такой примерно у вас получится
форма у того, что вы будете делать. Но здесь, получается, у нас нижняя граница, то, куда нельзя залезать, это нижняя граница того, что мы нарисовали. То есть вы можете и должны красить только вот эту зону и выше, но не ниже. То есть это вот здесь уже зона табу. Вообще, в принципе, там такой треугольник, где соединяется нижняя и верхняя межресничка. Здесь треугольник такой рыхлой кожи. И некоторые мастера вот это пытаются здесь как-то соединить. Не надо этого делать, потому что практически всегда здесь образуются вот такие подтеки некрасивые, которые потом вам придется только лазером удалять, потому что там какая-то особенно рыхлая ткань и много сосудов, и что-то такое, что не позволяет нам там работать. Глаза – это просто невероятно глубокая тема, как и брови. Конечно, глаза так сильно не меняют лицо, но они, безусловно, могут сделать, вы, вернее, как мастер, можете сделать лицо ярче, но вы можете и испортить, потому что вот эти безумные все стрелы, которые висят вниз, подтеки, и вот эти все тупые кончики стрелок, это все, это так много ошибок, которые мастера совершают. И у нас есть несколько мастер-классов очень классных, и мои вебинары, в которых я рассказываю все о строении глаз, об их особенностях, работы и показываю, как процесс происходит в нашем клубе «Инкубатор». Поэтому ссылка на него в описании к этому видео. Это невероятный кладезь полезной информации. Вы можете подписаться и постепенно в своем ритме, в своем темпе, когда вам удобно, изучать всю находящуюся там информацию. А там есть ответы на все ваши вопросы. Вы прорисовываете вот эту вот линию, плотно вы прокрашиваете только зону межреснички, а вот здесь вот зона, там, где заканчивается рост ресниц, вот эта зона, это место, от которого вы уже будете работать не четкой линией, а это у вас будет вот такие вот движения на вылет. То есть вот таким образом тонко, полупрозрачно, и вот здесь вот можно какую-то тень создать. Вы создадите такую, знаете, как бы продолжение ресниц, дымку во внешнем крае глаза вашего клиента. И это не должно быть длиннее, чем ресницы. Не знаю, я не люблю, когда это вот прям куда-то далеко уходит. И почему я настаиваю на том, чтобы это была дымка? Потому что вот эта зона, это то, что первым опускается с возрастом. Если это прокрасить плотно, как у меня, и не сделать пластику, как я, то меня бы ждала вот такая стрелка со временем, если бы она была длинная, которая, ну, как бы глаз красивее бы мне явно не сделала. А когда это создано при помощи дымки, то есть вот смотрите, можно вот от этой линии, как я показала, и выше, то есть можно прорисовать, то есть это всегда надо прямо на клиенте рисовать, смотреть. Получается, мой вот этот штрих, который я прорисовываю, он является продолжением нижней межреснички, как бы направление, вот если провести прямую линию. И никогда ниже не опускаюсь. А вот в этой части возможно утолщение и такой небольшой выход в зону подвижной складки и в зону, которая, ну, является опасной. Просто потому, что там, где вы работаете легкой растушевкой, это получится тень у вас. Вот этот кончик, он будет тень. Он будет как направляющая для того, что клиент нарисует, если захочет выглядеть ярче. И это уйдет через год-полтора. Просто понимаете? Даже если человек... Вот у меня, например, вот такая дымка. Первый раз мне сделали межресничку с маленькой стрелочкой. И она у меня выгорела за 10 дней в Таиланде. Я причем ходила в солнцезащитном креме и в очках. Но она у меня умудрилась выгореть, отражаясь от воды просто-напросто. В ноль. Я приехала без нее. И это круто, когда вы делаете что-то такое экстра, что-то такое уже декоративное. Поэтому я всегда призываю делать что-то такое полупрозрачное с лицом вашего клиента. Сейчас я закрашу черным вот эту зону. То есть наша задача, получается, сделать эффект густых ресниц, сделать глаз чуть-чуть более ярким. И, кстати, сейчас вот здесь расскажу. Вот смотрите, вот здесь я сейчас совершила жуткую ошибку. Ой, это надо стереть, потому что я не собиралась увеличивать. Вот эта вот зона, которую мы прокрашиваем, межресничка, она должна сходить до последней ресницы и ни в коем случае не уходить на верхнюю вот эту складку кожи. Ее не должно быть видно, иначе это тоже будет не натурально выглядеть. Вот таким образом прокрашенная межресничка и созданный намек на стрелочку с тонкими кончиками. Еще раз скажу, можно играть направлением не ниже вот этой линии, она для вас должна быть зоной
табу. Может прикоснуться к ней, может пройти чуть выше, как я сейчас показала, когда мы отрываемся от межреснички чуть-чуть выше, потому что эти глаза хороши, но вот смотрите, я сейчас их изменю. Я, например, сделаю этот же глаз нисходящим. Ну, то есть, мало ли, вот такая была бы она, да? Такие глаза встречаются достаточно часто. В этом случае я должна была бы работать немножко по-другому. То есть здесь у меня вот эта стрелка, вот она проходит. И даже, ну не стрелка, а это линия, от которой я отталкиваюсь, ниже которой я ни за что никогда не опускаюсь. По линии роста нижних ресниц, и она идет вверх. И вот эти, смотрите, ресницы я уже не могу повторять, потому что они, если я по ним пойду и повторю форму ниже, они еще больше опустят глаз, и он будет еще больше похож на грустный такой глаз спаниеля, да? Вот такая у нас получится стрелка. Хотя я вроде бы по физиологии глаза пошла и даже все реснички обвела. А на самом деле здесь я должна буду прокрасить межресничку, сделать все то же самое, о чем я говорила. И оторвать межресничку от глаза раньше постараться. То есть мне, чтобы нивелировать вот это вот нисходящее направление глаза, мне нужно это сделать немножко раньше. Потому что если я прокрашу межресничку до последней ресницы, у меня глаз станет еще более грустным. Вот. И тогда вот здесь вот внешний уголок глаза мне нужно прокрасить для того, чтобы при отдалении, ну, когда мы смотрим на лицо клиента в целом, чтобы не было ощущения, что глаз у него опущенный. То есть мы как бы дорисовываем, создавая миндалевидность. Мы всегда пытаемся создать миндалевидность. То есть здесь глаз сам по себе практически идеальный, но он условно горизонтальный. Поэтому я миндалевидность создала вот этой стрелочкой. А здесь глаз у меня сам по себе опущенный, он заваленный, и миндалевидность я могу создать уже большей толщины стрелочкой. То есть я должна утолстить внешний уголок, чтобы общий глаз, как бы с расстояния в 1,5 метра, он тоже воспринимался миндалевидным. И для этого мне нужно будет прокрасить вот здесь вот больший треугольник, вот его видно, да, здесь совсем немножко мне хватит, чтобы придать вот эту красоту глазу классическую. А на опущенном веке мне нужно будет больше прокрасить во внешней стороне. Поэтому все это учитывайте. И никогда... У меня была, кстати, такая ошибка. Знаете, многие мастера в начале, когда они не умеют еще работать с глазами, они делают только межресничку. И вот у меня был такой случай, когда я прокрасила межресничку полностью до самого конца, вот прям до уголка. А потом мы захотели через пару лет этой же клиентке сделать уже красивую стрелочку. И у меня получилось, что у этой красивой стрелочки два хвоста. Один идет вот сюда вверх, и он красиво глаз улучшает. А второй хвост – это моя межресничка, которую я пару лет назад прокрасила до самого-самого кончика в уголке глаз. И поэтому я говорю, вот эта зона – это всегда место, где вы работаете воздушно и уводите вверх. Давайте резюмируем, как не испортить глаза вашему клиенту. Всегда выравнивайте голову, когда начинаете строить эскиз, чтобы уголки глаз образовывали линию горизонта. Всегда находите вот этот вот баланс, потому что люди не чувствуют, как они сидят и как они на вас смотрят. Никогда не делайте плотных, толстых стрелок, особенно в начале своей работы. И, кстати, чем вы будете более опытным мастером становиться, тем вы более мягкие техники будете использовать, потому что вот это не навреди, и то, чтобы человек мог обновляться, то есть он раз там в 1,5-2 года может прийти и что-то новое сделать, это круто. А когда вот как я с этими стрелками я помру, это не круто, я бы уже хотела там миллион разных вещей попробовать со своими глазами, но я уже даже не суюсь. Поэтому дайте своему клиенту возможность что-то изменить в себе. Не рисуйте стрелки, как многие мастера это делают просто лежа, потому что лежа вот так вся кожа расплывается, натягивается, и можно нарисовать практически все. Но сидя это будет выглядеть совершенно по-другому, потому что человек лежа не ходит, он в вертикальном положении общается с людьми. И все абсолютно эскизы нужно рисовать сидя. Вы можете какие-то детали, вы можете там что-то подтереть лежа, да, когда удобно глаз зафиксировать и что-то там с ним делать. Но научитесь это делать именно при открытом глазе и сидя с вашим клиентом. Вот эта простая прямая линия по линии роста нижних ресниц, который вот продолжение линии идет наверх, и все, что ниже, это табу. Вот ее просто возьмите как аксиому. Нарушать нельзя. Вы можете играться с чем-то там сверху, потому что у вашего клиента тогда в запасе будет еще большой срок носки того, что вы сделаете, даже если это будет сделано как-то грубо и жестко. Если же вы сведете, например, где-то здесь посерединке, продлите глаза и вот как-то вот это сделаете с нарушениями, то, ну, буквально, особенно если это там 40-летний
40-летняя женщина, через год она может к вам прийти уже с сильным опущением, потому что иногда это случается стремительно. Нюансов в отрисовке эскиза на веках, вообще техник в работе с веком, боже мой, как там много всего, когда ты работаешь, как фиксировать, как вытирать, как протирать, потому что супер болезненная зона и страшная. И, кстати, глаза – это единственная зона на лице, где вы можете своего клиента оставить просто инвалидом. Поэтому я рекомендую, и у нас все мастера в студиях, которые учились, они подходили к зоне глаз уже вообще в конце, когда они уже видели симметрию, когда они уже умели правильно прикасаться к коже, чтобы не было отека, чтобы не заглубиться, потому что малейшее движение неправильное, у вас по сосуду может пойти пигмент, например. Это придется удалять только лазером. Короче, есть куча нюансов. Если вам эта тема интересна, если вы не только про брови, если вы считаете, что я что-то недораскрыла, поставьте плюсик в комментариях, и я сниму вам больше видео об этой такой интересной и глубокой теме, как работа с глазами вашего клиента. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал. С вами была Елена Нечаева. Всем пока!